Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на канале Arman Candles. Сегодня я предлагаю вам сделать свечу в виде шоколадного ассорти. Вот сейчас оно перед вами. Это конечный результат, это уже наша свеча, а сейчас приступим к ее изготовлению. Итак, нам понадобится соевый воск, окрашенный в шоколадный цвет. Он у меня уже готовый, остался из предыдущих заливок, из предыдущего видео, в котором мы делали шоколадную глазурь к тортику. Нам понадобится конфетница, затем, естественно же, фитили, силиконовая форма. Я буду сегодня работать с фитилями, мне нужно будет 2 фитиля размером 2,5-3 мм. Вот сейчас они перед вами, конечно же, липучки, которыми я буду закреплять фитили. И что касается воска, как я сказала, я пользуюсь соевым воском. Вы можете взять также соевый воск и окрасить его в коричневый или ближе к шоколадному цвету окрас. Итак, первое, что мы делаем, это, естественно, растопим воск, который у нас есть. А затем все очень просто. Мы просто наш растопленный и окрашенный воск, вы можете добавить ароматизатор, у меня он уже там есть, как я сказала, я пользуюсь остатками воска из предыдущего видео, ссылку оставлю под данным видео, вы будете видеть, как мы делали эту шоколадную основу. И теперь все, что нам нужно сделать, это пока остывает наш воск в силиконовой форме, мы закрепим фитиля. Я буду работать с 2 фитилями и постараюсь закрепить их так, чтобы они, естественно, не были очень уж близко друг к другу. Затем остатками воска, который у меня остался, я залью основу фитилей. И делаю это исключительно для того, чтобы просто у меня не было видны эти металлические основания. Буквально немного вам понадобится растопленного воска, чтобы налить в основание. В принципе, как я сказала, только для того, чтобы залить и не было видно основы наших фитилей. Даем воску немножечко остыть и закрепляем фитиля, чтобы они стояли, естественно, ровно. Когда наш воск остынет, мы вытаскиваем готовое изделие. Я выбрала изделие в виде шоколадного ассорти. И я, если честно, делала 2 заливки, но вторую заливку не показываю на этом видео. Мне нужно было сделать шоколад разного цвета. Более светлый и более темный. Вот как вы сейчас это видите. Так как это у нас шоколадное ассорти, и цвет шоколада должен быть различным. Теперь вам понадобится фен. Для того, чтобы подтопить остывший воск вот сейчас. И буквально немножечко вы подтапливаете, и когда он подтопится, мы будем выкладывать наши шоколадные конфетки. Почему мы не положили эти шоколадные конфетки сразу, когда налили воска? В принципе, мы наливали его немного. Просто потому, что он был достаточно горячий для того, чтобы растопить наше изделие. У нас бы ничего не получилось, сплошная каша. А подтопив немножечко вершочек только, вы сможете аккуратно выложить конфетки, приближая тем самым наше изделие, нашу будущую свечу к максимально натуральной форме конфетницы с шоколадными конфетами. И вот, в принципе, все, друзья. Старайтесь, когда вы выкладываете конфеты, делать так, чтобы ваши конфетки соприкасались с фитилями, не было зазоров. Учитывая, что я обращала больше внимания на камеру, когда делала свое изделие, у меня есть небольшие промежутки, если вы видите, между конфетками. Старайтесь этого не допускать. Если уже так получилось, добавьте несколько дополнительных конфеток, чтобы они соприкасались с фитилями. Обрезаем фитиль, и вуаля, свеча готова. В принципе, это все, чем я хотела с вами поделиться сегодня. Те из вас, кто первый раз на моем канале, друзья, присоединяйтесь, будет интересно, увидимся в следующую субботу. До встречи!